Привет из Израиля. Я штыкенция. Я живу в Израиле уже больше, чем 1,5 года. И за это время произошло невероятное количество вещей со мной. Я переезжала множество раз, меняла жилье. Я попала в Израиль в, наверное, самое сложное время для этой страны. Здесь началась война, причем не просто какая-то краткосрочная там операция или что-то такое, а очень масштабная. И вот недавно был самый масштабный обстрел из Ирана, точнее, первый и масштабнейший, короче. И уже больше чем полгода идут разного типа военные действия. Я слышала сирены и видела, как летят ракеты в небе. Короче, это если говорить про какие-то такие особенности. Поиск жилья, поиск себя в новой стране, возможность адаптироваться. И, в общем, вот это все за 1,5 года я, знаете, что поняла? Я поняла самое главное, что вообще мир полон мифов. И интернет полон мифов, и блогеры тоже. Сейчас очень много блогеров. Мне кажется, сегодня чуть ли не каждый человек, кто приезжает в Израиль, заводит блог про Израиль и начинает рассказывать. И, в общем, сейчас столько информации, столько всего есть и в онлайне, везде, что на самом деле, ну вот у меня, по крайней мере, до того, как я приехала в Израиль было стойкое ощущение того, что я, во-первых, знаю, что меня ждет, а во-вторых, того, что в Израиле очень, знаете, прямо тяжело. Ну, все говорят, типа, надо много работать, чтобы что-нибудь получить. Нужно все бегом, быстрее язык учить, без языка никуда, ничего. Работу быстрее, потому что без работы все, кошмар, капец. Цены какие-то в небеса улетают, все так дорого, так жарко, так... То есть какой-то экстремум, знаете, про Израиль все время вот очень много разной информации, и она часто связана с какими-то экстремальными вещами, типа вот то, это, пятое, десятое, и как-то все очень сыкотно и страшно, когда это все смотришь. Вот. И я в это на самом деле верила. То есть до того, как приехать в Израиль, я уже была наслышана разного и от блогеров, и даже от родственников, которые мне рассказывали разные истории. В общем, короче, в итоге все это, естественно, оказалось полной чушью. Вот. До этого я жила в Нидерландах, и знаете, тоже забавная история. Я помню, мы когда приехали из Нидерландов и собирались ехать в Японию, кто-то мне сказал, тоже кто-то, вот я не знаю, в интернете где-то что-то я прочитала, что ой, вы жили в Нидерландах, а вот в Японии там вообще все другое, и там все вообще капец, и там так дорого, Токио самый дорогой город в мире, боже мой, ты там вообще ничего и никак. И я думала, ну ладно, типа я жила в Нидерландах, мне там, ну как нормально было, недорого. Ну ладно, поеду в Японию, ну, наверное, да, там, вот там, наверное, капец. Ну и, короче, мы приехали в это Токио, ну да, высокие цены, ну как бы в туристических местах везде высокие цены, в любой столице мира, в любом туристическом месте все дорого. Но если ты идешь не в туристическое место, в обычное место, где покупают местные, там как бы обычные цены, короче, я не очень-то поняла вот этого всего, знаете, ну как бы тоже культура другая, да, но не настолько, чтобы ты сошел с ума от всего этого, ну просто немножко другое место. Короче, то же самое и в Израиле. Я как-то ехала с каким-то, знаете, а по факту, ну, как бы нормальная страна, развитая, с какими-то своими нюансами, своими особенностями, но не то, чтобы это как-то, знаете, слишком экстремум какой-то. Жарко, ну, типа, бывает и пожарче иногда в некоторых местах, ну, то есть, может быть, да, долго жарко, климат, конечно, такой, ну, короче, не знаю, ничего такого экстремального, опять же, за 1,5 года я не заметила. Мне показалось, что жизнь в Израиле для меня лично проще, чем жизнь в Нидерландах, ну и в каких-то других таких европейских местах.
Ничего такого сложного здесь нет. Здесь, наоборот, даже очень много упрощающих вещей за счет того, что здесь репатриации, много репатриантов, и в целом высокий уровень жизни у людей. Люди помогают всем массово, то есть, опять же, выносят вещи на улицу или в какие-то склады для репатриантов. Везде куча помощи, куча вещей бесплатных. Вот у меня весь дом, вообще все, что мне кажется сейчас у меня дома, это почти все бесплатные вещи. С помоек, с мусорок, но они абсолютно новые, нормальные. Это не какие-то засаленные, типа сломанные вещи. Нет, это нормальные вещи. Просто кому-то они были не нужны. Причем, опять же, когда я рассказываю, что мы, например, тоже такой факт, мы в Израиле очень много, до сих пор, вот 1,5 года прошло, мы до сих пор очень много вещей берем бесплатно, со всяких помоек, отовсюду. Но, опять же, знаете, почему-то многие люди себе представляют какие-то дурацкие вещи. Или типа, ну кто выбросит хорошую вещь? Вот такое есть мнение, что раз выбрасывать, значит это какой-то трэш. Но люди не понимают вот такой простой идеи. Я, кстати, с этой идеей столкнулась, когда мы еще в Москве жили, и у нас появились странный такой момент, появился в нашем, рядом с нашим подъездом. В какой-то момент люди периодически стали выносить много хороших вещей. Хотя до этого не происходило. Но в какой-то момент началось. Я еще подумала, что-то странно, с какой стати, реально, вот иногда, прям совсем новые для кухни куча вещей, какие-то полочки, какие-то шкафчики, нормально, из Икеи кто-то купил там, чуть-чуть поцарапалось и вынесли, то есть прям вообще нормально. И, в общем, в какой-то момент я обратила внимание на то, что объявления висели, люди въезжали и переезжали, то есть у нас появлялись люди, которые как бы сняли какое-то жилье, пожили там и съезжают с этого жилья, по тем или иным причинам. И вот представьте себе, человек съезжает со своего жилья, или переезжает на новую квартиру или куда-то. Что он потащит с собой все эти полочки, все эти для кухни миллион этих штучек? Нет. И то же самое на самом деле в Израиле. В Израиле это страна, в которой очень многие люди живут на съемном жилье. Здесь недалеко не у всех есть свое жилье, и очень многие снимают. А раз ты снимаешь жилье, то ты периодически переезжаешь. Раз в год, раз в несколько лет ты, переезжаешь. И не всегда ты переезжаешь там в соседний дом. Иногда бывает, ты вообще переезжаешь в другой город или еще как-то. И, естественно, я тоже тут периодически вижу люди, то есть просто видно, что человек переезжает, и он выносит массово. Прям при мне даже однажды мужчина прямо такие выносил кучи прямо вещей. Это не то, что сейчас, а несколько месяцев назад еще было. Он просто на тележке вывозит все. И, я не знаю, может, либо он просто расхламляется, но там были совсем новые вещи, были прямо с бирочками, и классные какие-то нераспакованные там для кухни что-то и так далее. То есть много всего. Вот. И вот в этом смысле, когда ты думаешь, что страшно, что там ты переезжаешь куда-то, и тебе не будет хватать денег, или ты мало каких-то вещей с собой принес, я заметила, что нас здесь за 1,5 года очень сильно подбадривала как раз-таки такая возможность, что можно много всего получить бесплатно и взять бесплатно, и это касается и продуктов, и вещей, и одежды, и всего, абсолютно всего. Вот. И это означает, что у тебя твои деньги, которые у тебя есть, или ты там, допустим, даже работаешь, у тебя какой-то пассивный доход, или, не знаю, бизнес, что угодно, ты там зарабатываешь сколько, раз ты можешь брать какие-то вещи бесплатно, ты экономишь. Соответственно, у тебя больше денег остается на что-то, на развлечения, куда-то поехать, отложить деньги или накопить, или что-то еще. То есть, на самом деле, Израиль очень в этом плане оказалась дружелюбная страна. Когда мы сюда ехали, мне казалось, что мы очень быстро начнем испытывать проблемы с деньгами. Мы с собой взяли финансовую подушку определенную, и у нас был пассивный доход небольшой. И есть он до сих пор, но мне казалось, что нам этого вообще не хватит, либо точнее хватит на очень-очень ограниченный момент времени, и уж точно я даже представить не могла, что спустя 1,5 года, сейчас мы 1,5 года в Израиле, я даже ни в одном сне не могла представить, что спустя 1,5 года в Израиле у нас все еще будут деньги, и мы все еще не должны будем бежать на какую-то работу, нам будет хватать пассивного нашего дохода и наших сбережений, чтобы жить
ну, типа, в самой дорогой стране мира. Знаете, как позиционирует Израиль? Мне кажется, во многом это тоже, ну, как бы маркетинг, с одной стороны, потому что, да, где-то здесь можно купить очень что-то дорого, но также можно купить что-то вообще дешево или даже прямо почти бесплатно. Вот, то есть, например, да, можно зайти в один магазин, там будут такие цены, что вот так у тебя глаза вот так вот. Ты такой, что? Я таких цен никогда не видел. Потом ты вот так вот пройдешь, да, зайдешь на какой-то рынок, зайдешь в какой-то супер дешевый магазин или начнутся где-то скидки, и вот это все, и ты такой, можно там типа за 3 шекеля вообще столько всего получить, или даже бесплатно, или даже просто выставляют, опять же, и продукты и так далее. То есть в этом смысле оказалось за эти 1,5 года, что мой страх касаемо финансов и вот эта вся история, что в Израиле так тяжело, о боже мой, тяжело, такая страна, нужно работать, ты не выживешь, ну никак, там вообще ты ничего не сможешь, потому что здесь так дорого. Все это чушь на самом деле, потому что в Израиле есть достаточное количество недорогого жилья, и когда я говорю людям, что там можно снять квартиру за 2 500 или даже за 1500 шекелей, мы реально смотрели такие варианты и сами снимали. И снимаем совершенно недорогое жилье. И мне люди такие, нет! Мне пишут постоянно, но нам пишут в комментариях, нельзя снять квартиру дешевле там 3500, никак! Иначе это будет просто какой-то отстой. Нет, можно. Есть много вариантов недорогого жилья, и оно не то чтобы какое-то ужасное. Вот мы во всем этом жилье жили, и мы снимали и комнаты, и мы снимали и отдельное жилье, и домики загородные, и квартиры. Короче, мы сняли огромное количество жилья, и на самом деле это тоже было классно, потому что я за эти 1,5 года поняла, что в Израиле даже недорого можно найти хорошее жилье. Ну, как бы оно будет не огромное. Наверное, да, если у вас там дети, домашние животные, у вас большая семья, вам будет некомфортно в таком жилье. Но если вы молодой, и там вы вдвоем, допустим, у вас нет детей, супер, вообще вы можете спокойно жить недорого. Не обязательно жить в каком-то крупном городе, можно жить подальше, можно жить где-то там на периферии. Ну, опять же, смотря чем вы занимаетесь. Это зависит от того, какая у вас там деятельность, профессия, работа, планы на жизнь и так далее. Но сейчас огромное количество людей, удаленщиков, всяких программистов, которые что-нибудь программируют, там им даже ходить никуда не надо. Ну, куча сейчас есть профессий, блогерства в том числе, ну, я не знаю, миллион всего. Все, что можно делать, не привязываясь к какой-то конкретной локации. Мы здесь тоже, ну, во всяких таких, знаете, отдаленных уголках Израиля постоянно и слышим, и встречаем, и пересекаемся с людьми, ну, таких удаленных профессий, скажем так, и этих профессий и типов деятельности очень много. Опять же, не только блогерство, которое мне постоянно там уже все огрызаются в интернете, ну не обязательно быть блогером. Есть множество других профессий, есть даже бухгалтеры, кто работает удаленно, есть художники, дизайнеры, я не знаю, да чего только нет, всего полно разного. Сейчас такое время, на самом деле это очень круто, что и до Израиля это тоже добралось. Вот мы недавно ходили к доктору, она тоже нам сказала абсолютно такую же вещь. Мы только познакомились, она спросила, ну там типа, что вы делаете? Мы такие, ну там то-то делаем. Она такая, о, сейчас так много людей, которые... Она нам говорит, что она знает много людей в Израиле, которые имеют возможность жить где угодно и работать по интернету. И у нее есть такие знакомые, и она говорит, сейчас это становится все более и более популярным. Мне кажется, это очень круто, потому что это открывает тебе возможности не просто сидеть в этом, ну, вокруг Тель-Авива, где очень дорого, и какие-то сумасшедшие цены на жилье. Вот я вчера смотрела, знаете, коротенькие видео, и там просто спрашивают людей, а сколько вы платите за квартиру. И там, ну, люди попадались из Тель-Авива достаточно часто или в окрестностях, они говорят, типа, 10 тысяч я плачу. Я такая, 10 тысяч в месяц за квартиру. Второй там чувак, 20 тысяч за квартиру. Я такая, 20 тысяч шекелей в месяц за жилье? Ты, типа, вообще о чем ты думаешь, чувак? Ну, я не знаю, зачем это нужно. Но для меня это абсолютно нонсенс. Ну, человеку, наверное, так прикольно и в кайф жить. Наверное, у него там какая-то, я не знаю, вид на море или что-то еще. Ну, то есть, прикиньте, у людей есть такая возможность, это круто. Но не обязательно вам, короче, это все делать. Есть совершенно разные возможности, и я тоже, пожив 1,5 года в Израиле, как-то, знаете, стала намного более гибко смотреть на жизнь, потому что
знаете, есть какой-то проторенный путь репатриации, который прям типа жестко прописан, я не знаю где. Я не знаю, кто это придумал, но это какая-то, знаете, вот написано, что ты должен репатриировался в первый день, ты должен устроиться на работу, пойти в ульпан, я не знаю, причем делать это все параллельно. Вот, ты должен то, ты должен это, ты должен не терять ни секунды времени, ты должен просто бежать. Короче, ну так реально, ну я по комментариям вам это рассказываю. И такая, знаете, я это вот когда, мне тоже это немножко на психику действовало, потому что когда мы сюда только приехали, мы вообще по жизни такие более, как немного, знаете, сами по себе такие расслабленные люди, но когда мне начали писать быстрее, быстрее, ты куда-то опаздываешь, это то же самое, такое ощущение, что, ну, как бы с детьми ты опаздываешь, с отношениями ты опаздываешь, и в репатриации, в переезде там в Израиль, ты тоже вечно куда-то опаздываешь, ты что-то все не успеваешь, ты язык выучить не успеваешь, тебе надо срочно туда, ты не успеваешь еще что-то, ты работу не нашел, боже мой, кошмар какой, паника, понимаете? И я тоже немножко заразилась этой паникой поначалу, потому что, ну, страшно, ты думаешь, как же так же, что же, ой-ой-ой, здесь так дорого, я тут сейчас пропаду где-нибудь в подворотне израильской, никто меня потом не найдет под сосной, значит, сгину. Но нет, знаете, как-то все нормально, потому что, опять же, с одной стороны, ну, просто мы не первый день живем, и все-таки мы смогли накопить какой-то капитал. Капитал. Ой, смешное слово, но тем не менее, какая-то подушка безопасности у нас есть. Мы ее накопили, она нам помогает. Плюс, в целом, вот этот сегодняшний мир, мне кажется, он до Израиля тоже тяжело доходит, прям с трудом. И опять же, не только про блогерство, а в целом про саму простую идею, что сегодня можно зарабатывать, не ходя на работу. И это не только какая-то выдумка, я не знаю, сейчас не про какие-нибудь, знаете, там есть миллион сейчас всего рекламируют, ерунды всякой в интернете, типа, ой, нажми кнопку, чушь полная, по-моему, но я имею в виду, всякие есть профессии, куча всяких занятий, да даже бизнесы люди открывают просто в интернете, всякие там интернет-магазины, в конце концов, ну, что только не делают, множество есть всего разного, и вот эта идея, что ты можешь не ходить куда-то в какой-то офис, на какой-то конкретный, не знаю, точку, завод, куда-то, но ты можешь делать что-то, что тебя как бы не привязывает территориально никуда. И это тебе открывает возможность, что ты можешь меньше платить за аренду, или просто можешь выбрать какую-то совершенно другую локацию, непопулярную, возможно, где чего-то там, ну, короче, куда все не едут, а куда ты едешь, потому что тебе там, ну, что-то понравилось. Вот, то есть такая мобильность, это следующая фишка, потому что, опять же, за эти 1,5 года мы как-то настолько стали легко перемещаться по Израилю, и я встречаю людей, буквально вчера встретила еще одного человека, мы познакомились, и это был наш зритель, и он нам сказал, что он в шоке от того, как мы легко перемещаемся по Израилю. Типа, как это так? Вот вы были в этом городе, а потом вы взяли, видите ли, и поехали вот в этот город. Как так-то вы? Или просто вы переезжаете из одного города, как это? Вы жили, я не знаю, в Ашкелоне, а переехали, видите ли, в Хайфу. С какой стати? Как можно так вообще? И он просто был в шоке от того, что мы перемещаемся с точки на точку, и нас это не парит, что нас, ну, как бы, типа, вот я смотрю, сегодня вы здесь, завтра вы здесь, потом куда-то на экскурсию поехали, куда-то вы там еще переехали, еще куда-то поперлись, в какие-то непонятные горы пошли, в какой-то лес пошли. Он нас спрашивает, а как вы не боитесь? Типа, как вы не боитесь ездить так далеко? Представляете, человек в Израиле живет, ну, десяток или больше даже лет. Ну, то есть он здесь как бы местный уже, у него местная работа, у него какая-то семья, он тут живет давно. И он нам сказал, что из тех мест, где мы бывали, он был там только в одном еще городе, то есть он живет в своем городе, был еще только в одном городе и еще в одном южном городе. Все. Говорит, я никогда никуда не ездил. Мне типа и как-то и некогда, и типа, как что-то я просто возьму и поеду, что ли? Ну, что я там буду делать? Как? Ну, то есть... Ну, типа, не знаю, короче, он не ездит никуда особо. Ну, может, куда-то, не знаю, там, отдыхать куда-то ездит, но именно вот так вот, чтобы просто куда-то поехать, не ездит особо. Я уверена, что не все люди такие, просто бывают такие, бывают другие и так далее. Но сам факт в том, что вот это вот то, что мы так легко перемещались по Израилю, ну, сначала, может, не очень легко, мы там терялись много и как-то, ну, не то, что терялись, но в смысле непонятно было, что к чему,
Но постепенно мы узнали все места, мы узнали города, мы узнали, как ездить, мы узнали, как пользоваться транспортом, привыкли ко всему этому. И сейчас, да я не знаю, мы спокойно можем сесть, поехать вообще на другой конец страны, казалось бы, хотя это занимает всего там типа 2 часа для нас. Ну, ты реально на другой конец страны приезжаешь, то есть там приезжаешь десятки городов за это время, там с одной точки, вот с крайней точки, не знаю, вот если по карте взять с крайней здесь до крайней там, то есть буквально всю страну насквозь проезжаешь. А для меня это вообще не расстояние, потому что, ну что, сел в автобус, сидишь там 1,5 часа в одном автобусе, там, где-то пересел на другой автобус, еще там типа 40 минут. Казалось бы, ты проехал всю страну, а по факту для меня это, ну, просто посидел в автобусе, там, не знаю, в окошко посмотрел, книжку почитал. И вот ты вообще не пойми, хрен знает, куда ты пришел, походил, погулял, надоело, не знаю, в море покупался, что-то посмотрел, там, пошлялся туда-сюда, поехал обратно. И это не очень дорого, потому что это, ну, на автобусе просто проехался. То есть, с одной стороны, это не очень дорого, с другой стороны, это совершенно не страшно для нас. И для нас, типа, я не знаю, вот мне сейчас сказать, я сейчас сижу вообще, типа, на севере в Израиле, да. Если мне сейчас кто-нибудь скажет, ой, не знаю, предложит мне какое-нибудь прикольное сотрудничество или что-нибудь, типа, скажет, в Элате, я не знаю, в Тель-Авиве, в любом месте Израиля, я такая, да пожалуйста, господи, мне вообще не сложно, сел да поехал, мне вообще это не напрягает, мне это не вызывает какого-то, знаете, дискомфорта, мне это не сложно, как бы психологически в первую очередь, потому что для меня весь Израиль это какое-то, знаете, такое довольно-таки компактное место, которое у меня в голове умещается в плане, ну как вот, не знаю, вот представьте себе, что есть Москва, Подмосковье. Для меня это примерно вот как Израиль. То есть, не знаю, ты сидишь дома в Москве и поехал на дачу. Ну, это как вот если ты в Израиле сидишь на севере Израиля и решил в Эйлат поехать куда-нибудь там на море. Вообще на юг, да? Ну, то есть, вот в моей голове оно все настолько близко находится, настолько как бы легко, настолько это не какая-то сложная задача, что на самом деле это очень круто, потому что эти 1,5 года в Израиле превратили для меня целую страну в очень понятное место, которое меня не пугает, которое не вызывает у меня какой-то паники, типа там сесть в автобус, пересесть на автобус, сесть в поезд, пересесть в поезд. Мне не страшно, мне вообще кажется, что это очень круто, легко, весело, мне очень нравится куда-то ездить, я с удовольствием смотрю в окошко, мне интересно, как меняется ландшафт и так далее. И получается, что люди, которые вот этой жесткой линии репатриации следуют, типа, что ты приехал, сел в какой-то город, тебя привезло такси из аэропорта, тебя посадили, ты там зарегистрировался, получил документы. И мне кажется, люди как-то, ну вот следуя этой схеме, засаживаются в этом месте и, ну да, может быть, ездят на какие-то экскурсии периодически, но я реально очень часто встречаю людей, которые мало где бывали именно в Израиле, редко куда-то выезжали или выезжают, и они не, как будто бы, знаете, как под куполом, не знаю, у себя вот в каком-то месте сели, вот так вот куполом отгородились и сидят в этом городе, ну или там рядышком где-то. Мне кажется, это вот какой-то, ну, психологический какой-то такой аспект, связанный с тем, что, ну, все-таки Израиль, ну, типа, страшная страна, такая непонятная, изначально было страшно, а потом к ней сложно привыкнуть, если ты сразу это не делаешь, если ты сразу не шляешься туда-сюда, если ты куда-то вечно не ездишь, если ты не пользуешься этим транспортом, если ты все время, там, не знаю, у тебя там приехал автобус, а потом не приехал, ты такой, что делать, там, пытаешься сообразить, что тебе делать, то есть если ты не привык изначально шляться везде, ходить по всем этим тропинкам, даже вот там часто в комментариях пишут, как вы не боитесь идти по лесу? А что тут бояться идти по лесу? Ну, как бы обычный лес, тут все ходят. Ну, что тут бояться ходить по лесу? Да, сначала мне тоже было страшно, потому что думаешь, ой, а змеи, ой, а скорпион, ой, а вдруг что, ой, неизвестный лес. Вся неизвестность всегда пугает. Но как только ты уже там побывал, не знаю, спросил, увидел на дорожке какого-то твоего соседа, спросил, а туда можно ходить? Он такой, да, конечно, типа, пожалуйста, там грибы собирают. Ты такой, серьезно, грибы собирают? Такой, то-то-то-то. Пошел там, увидел какого-то другого своего соседа и понял, что люди здесь везде ходят. Оказывается, они еще и там ходят, и везде ходят, и здесь можно ходить. Ну, то есть, нет чего-то такого. И чем больше ты эксплорингом занимаешься, исследуешь всего этого, тем меньше тебе страшно, тем больше ты понимаешь, где ты живешь,
и тебя вот эта местность как бы не пугает. Вот, и она перестала меня пугать абсолютно. Так что сейчас я себя спустя 1,5 года в Израиле чувствую абсолютно комфортно. У меня такое ощущение, что я тут всегда жила. Вот, мне кажется, что я даже местность, ну, многие места знаю лучше, чем люди, которые здесь живут десятилетиями. Потому что, опять же, многие из них не бывали в тех местах, где я бывала, не ходили по этим тропинкам, не ходили там даже пешком куда-то, не посещали какие-то там места, в которых я уже бывала. И это очень прикольно. То есть, мне кажется, вот такой подход, когда мы пошли не по проторенной вот этой схеме репатриации, типа сделайте вот этот шаг, сделайте вот этот шаг. Вот эта схема репатриации классическая, типа приехал, ульпан, работа, семья, дети, машканта, вот это все, короче. Это прикольная схема, я ничего не хочу сказать, она как бы эффективная, она позволяет реально с любым бэкграундом, есть у тебя образование, нет у тебя образования, есть у тебя доходы, нет у тебя доходов, бедный ты, богатый ты, неважно кто ты все равно как бы останешься на плаву, у тебя все равно будут деньги, у тебя все равно будет жилье, у тебя будет еда, ты как бы устроишься. Грубо говоря, эта классическая схема репатриации, она практически гарантированно любому человеку дает возможность зацепиться в Израиле, закрепиться как-то найти какую-то работу, какое-то жилье, в общем, жить. Это эффективно, это реально, наверное, очень хорошая схема. Но просто я к тому, что, короче, если ты молодой, если ты амбициозный, особенно, если у тебя какая-нибудь есть либо деньги, либо профессия какая-нибудь такая более свободная, либо вообще ты просто такой креативный, предприимчивый, какой-то свободолюбивый человек, то вообще даже не стоит заморачиваться, не стоит бояться, что ты идешь какой-то не той дорожкой, не стоит переживать или испытывать чувство вины, что «Ой, я не пошел в Ульпан, божечки», или «Я не вышел в первый на работу», или «Что-то у меня не так пошло», или «Я допустим…» Короче, не бояться как-то по-другому действовать, потому что на самом деле Израиль, он не такой страшный, он не такой уж и дорогой, не такой уж он какой-то, знаете, короче, вас здесь никто не покусает, может быть, конечно, вот меня однажды покусали в Метуле, но не факт, что вы в Метулу сейчас попадете, тем более она сейчас закрыта за счет военных действий. Короче, смысл в том, что это не так все страшно, это все не так уж прямо и плохо. Я, наоборот, считаю, что вот если, опять же, вы молодой, такой немножко авантюрист, с какими-то амбициями человек и так далее, мне кажется, сейчас вот реально самое классное время, когда и технологии развиты, и уровень жизни такой высокий, и столько возможностей удаленно заработать и так далее. Вот это вот не привязывать себя к какой-то конкретной точке в пространстве, тем более, скорее всего, опять же, это вся репатриация, ты вот так вот наобум выбираешь место на карте, ты же заранее не знаешь про это место ничего. Даже если ты пересмотрел кучу видео в интернете, перечитал на форумах, ты не бывал, скорее всего, в этом городе, ты не бывал в этом месте, скорее всего. Очень многие люди просто случайно вот так вот тыкнули пальчиком, заключили годовой контракт, уже потом как-то обросли вещами, им уже лень куда-то переезжать. Им вот тоже мы встретили недавно человек живет в месте, которое ему вообще не нравится, в Израиле. То есть вообще ему не нравится этот город. И когда ты спрашиваешь, а почему ты здесь живешь? Человек говорит, я здесь уже давно живу, у меня тут уже шкаф, у меня здесь уже гарнитур, у меня тут уже дети ходят в школу, я тут уже живу, понимаете? Уже живу здесь. Я говорю, я понимаю, все уже. Потому что уже лень что-то менять, уже как-то вот ткнул пальчиком на карту, уже как-то устроился, уже неохота, понимаете, ничего менять в своей жизни. Тебе не нравится это место. А поменять сложно, потому что ты ты обрастаешь всем этим, ты привязываешься ко всему. Даже вещи, вот сейчас мы сейчас живем на краткосрочной аренде, возможно, мы скоро переедем куда-нибудь, как обычно, а может и не переедем, я не знаю. Но смысл в том, что даже сейчас у нас уже появилось столько всяких вещей, которые мы с собой точно не перевезем. И когда мы думаем, что-то вот можно, там какая-то прикольная квартира где-то сдается, еще что-то такое, потом думаешь, а куда я дену свою микроволновку, а чайник мне лень вести, а вот это, а пятое, десятое, опять какие-то вещи. Короче,
они тебя начинают тормозить, все вещи на тебя начинают тормозить, одежда, все эти шкафы, все это, оно тебя просто якорит на каком-то месте, и ты не можешь вот так вот никуда сдвинуться, тебе лень, тебе просто это все держит. Вот, поэтому мне кажется, не надо себя якорить поначалу. Вот ты пришел в какое-то место, репатриировался, например, в какой-то город, но вообще не факт, что это твой город, ну, не факт, что он тебе понравится. Может, он тебе и не понравится. Ну, поживи там, ну, можно годик, я не знаю, даже полгодика, ну, сколько-нибудь поживи там, а может, ты потом переедешь. Или вообще, самое лучшее — это краткосрочная аренда. Я вот как бы за вообще краткосрочную аренду, потому что все эти долгосрочные контракты, у нас до сих пор не было ни одного долгосрочного контракта, хотя мы 1,5 года живем в Израиле, и опять же, мне в первый день, когда мы только репатриировались, мне писали люди комментарии, что в Израиле невозможно долго жить на краткосрочной аренде, потому что это так дорого, ее так мало, да-да-да, бла-бла-бла, полная чушь. Потому что на самом деле краткосрочная аренда в Израиле, она бывает чуточку дороже иногда, а бывает и даже дешевле. Я не знаю, ну то есть мы находили варианты, которые дешевле, чем даже долгосрочные, которые там рядом предлагали. Бывало подороже чуть-чуть, но незначительно. Типа, знаете, там, не знаю, процентов на 5-10, это не то, что в 10 раз, в 2 раза. Нет. То есть, как бы обычные цены такие же, но ну, ты чуть-чуть переплачиваешь, да, но и что? Зато ты потом можешь переехать, например, тебя ничего не держит. Вообще вот эти контракты на год. Я до сих пор к этому еще не подошла, то есть у нас нет контракта, я его не хочу. Мне нравится вот такой, знаете, более свободный вариант аренды, когда... Короче, хочу живу, не хочу не живу. Вот так мне нравится. Чтобы если что-то пошло не так, я взяла вещи и поехала по своим делам. А пока мне нравится, я живу. Вот мне такое нравится. Но да, ты немножко с одной стороны переплачиваешь, с другой стороны у тебя немножко ограниченный выбор вариантов жилья, потому что большинство квартир хотят, конечно, сдать на долгосрок. Но не суть. Короче, смысл в том, что есть такие варианты. Здесь работают и сайты с краткосрочной арендой, и просто можно вот просто берешь людям и предлагаешь, а давайте я вам типа буду платить, например, налом на вот такой период времени. Какая вам разница? Да, кто-то может согласиться. Или вы можете через сервисы договариваться, ну там сервис онлайн-аренды краткосрочный, просто писать людям, приехал на какой-то короткий срок, а потом с ним уже лично обговариваешь какие-то варианты, если тебе это жилье понравилось. Вот, так что есть варианты. И мне кажется, какое-то время нужно тоже вот это вот поездить, повыбирать. Мне до сих пор нравится ездить и выбирать, жить в разных квартирах, выбирать какое-то разное жилье. Это очень весело, очень прикольно. Вот в этом что-то такое есть. Так что вот, получается, спустя 1,5 года в Израиле я поняла, что эта страна дружелюбная, она благоприятная для абсолютно разных людей. Здесь ты можешь сразу пойти попереть карьеру делать и сразу бабки зарабатывать. Прям ты такое, будешь вообще работник классный, с деньгами. Пожалуйста, таких вариантов миллион, потому что здесь во многих отраслях нехватка людей. И разных совершенно профессий, разных совершенно чего только, то есть с разным опытом, знаешь ты язык, не знаешь ты язык, пофигу, без языка миллион можно работы найти. То есть вообще, на самом деле, если ты хочешь именно зашибать баблос, пожалуйста, все двери открыты, беги, зашибай, будешь хорошо жить. Хочешь, типа, попутешествовать, тоже миллион вариантов. Хочешь, не знаю, себе какой-то бизнес открыть. Мы уже встречали людей, которые просто приехали, прикиньте, на 2-й день человек открывает свой бизнес, и мы встречаемся через несколько недель, у него уже там клиенты. Ну, бывают такие предприимчивые люди, тоже как бы это работает. Я не знаю, то есть мне кажется настолько прикольно, что на самом деле много возможностей, и кажется, что есть какой-то барьер, типа языковой барьер, что типа вот мои документы об образовании еще не подтвердили, то да сё, да 5-10. На самом деле все решает человеческий фактор. Если ты просто тупо, грубо говоря, с кем-то договариваешься о чем-то, тебе не нужны никакие, бывают даже дипломы прямо сейчас. Ты можешь эти дипломы потом когда-то все сделать. Тебе не нужно даже знать иврит прямо сейчас. Ну, главное намерение ты можешь, как бы, я типа учу. Вот, ну и выучишь потом как-нибудь постепенно. Не обязательно, то есть никто не будет тебе языковой экзамен прямо сразу устраивать, ну, на многих видах работ. Я не говорю, что везде. Ну, где-то будут, где-то нет. Это по-разному бывает.
чтобы открыть бизнес, тоже там чувак взял там за один день это сделал. Ну, то есть это все возможно, нет ничего такого, знаете, то есть многие просто себе как-то это так слишком сильно накручивают и вот ставят себе рамки, которых нет, ставят себе ограничения, которых не существует, и говорят потом: вот, это слишком сложно, это слишком то, это нельзя, так делать не нужно. Кто вам это сказал? Нет, нужно делать так, как тебе нравится. И вот опять же, эти 1,5 года в Израиле как-то еще сделали меня более, наверное, человеком, уверенным в том, что если ты во что-то веришь, если ты хочешь чем-то заниматься, то неважно абсолютно, кто и что об этом думает. Вот пусть даже там 1000 комментаторов в интернете скажет тебе что-то с полной уверенностью, что это так, в твоей конкретной жизни может оказаться все наоборот. Так и получилось со мной. Мне все говорили: невозможно быть блогером в Израиле. Ну невозможно. Нет. Ты должна иди работай, иди то. Вот я блогер. И что? Как бы с какой стати вы решаете, кому что возможно? Если вы не знаете там о чем-то ничего, если вы что-то не умеете делать, это не значит, что другой человек не может сделать это, или он тоже об этом ничего не знает. Вообще нет ничего невозможного. Многие вещи, они настолько, как-то, знаете, вот так прописаны где-то, и люди в это верят. Нет. Израиль очень разный. Израиль бывает дорогой, бывает дешевый. Бывает жаркий, бывает не очень, потому что даже летом, когда сильная жара, если ты поднимешься высоко в горы, то там прохладно. А в Израиле есть более-менее высокие отметки, там больше 1000 метров над уровнем моря, где даже летом намного прохладнее, чем как бы в низинках или на море. Поэтому, совершенно все настолько разнообразно, что нет смысла себя как-то ставить в эту коробочку и потом верить, что эта коробочка существует, потому что, конечно же, ее нет. Вот так. Что еще? Знаете, удивительно, но мне в Израиле оказалось вообще не так страшно, как я себе все это представляла. Казалось бы, да, я попала в такое, одно, наверное, самое страшное время для Израиля, как для страны. Я не думаю, что было когда-то страшнее. Все это говорят сейчас, и люди, которые живут здесь и больше 30 лет, говорят, что то, что сейчас происходит в Израиле, вот последние полгода, это самый вообще кошмар, самое сложное, самое трэшовое, время, которое они помнят в своей жизни. Все предыдущие войны, все предыдущие конфликты, все, что было до этого, это было вообще не то. А сейчас, они просто вообще... Многим страшно, многие делились какими-то своими и негативными чувствами и так далее. Я должна сказать, что попав вот в такое страшное время, вы видите, что мы никуда не уехали, и нам тут нравится даже в такое время. И я, знаете, подумала, что раз мне понравилось в Израиле в такое время, что раз мы так и не купили билет на Кипр и никуда не скипнули, и раз в целом у нас в основном хорошее настроение, и ты не испытываешь какого-то страха, и я, например, чувствую себя очень безопасно в Израиле, мне кажется, что именно чувство безопасности у меня присутствует, даже когда какие-то вот эти были, помните, из Ирана там летело что-то, и все другие вот эти все истории. Не знаю, я сижу в своем домике и думаю, да, что там, у нас же железный купол, не знаю. Мне не страшно, мне кажется, как-то же оно работает, все, значит, все мощно, все классно, все все безопасно. Не знаю, понятно, что это в каком-то смысле, психологическая защита, чтобы ты не сидел там и не боялся, и в то же время понятно, что нужно и защищенные места ходить, и есть разные рекомендации в зависимости от ситуации. Но смысл в том, что весь этот период времени, который мы оказались в Израиле, такой самый стрёмный, казалось бы, вообще в истории страны, мне было не страшно. Именно, ощущения страха у меня вообще не было. Да, было иногда некомфортно, из-за того, что нужно бежать в какое-то бомбоубежище, ты такой, бегом там. Но в целом, да, именно в моменте бывало стрёмно, бывало, что так, знаете, стресс, пик такой есть, стресса, из-за сирены или что-то, да, это безусловно, но
опять же, выключается сирена, и ты такой, все, пошел в магазин. Сирена кончилась, 10 минут прошло, все, у меня свои дела, мне пора покупать еду и молочко. То есть это все, знаете, не какой-то такой слишком сильный, страшный страх, как я себе это представляла. Потому что когда я смотрела просто по видео раньше, что люди говорили, что ой, там у нас там сейчас какое-то обострение или что-то, ну еще ты смотришь раньше, до репатриации. Я думала, божечки, ну как же они там сидят? Ну там же вон летит. Ну как же можно, когда у тебя бомбоубежище? Это же... Я вообще себе не могла этого представить. Мне казалось, это так страшно. Мне казалось, что это просто невозможно так жить. Ну просто вообще, я просто не могла себе это представить. Сейчас, получается, я живу вообще вот у меня под носом граница. Ее почти что видно. Там все слышно, все, что там происходит. А там все время что-то происходит. И ничего. И думаешь, и чего? Ну, типа, и чего? Ну, как бы, люди живут. Понимаете, самое интересное, что люди продолжают жить. Вокруг дети бегают, вокруг жизнь течет. В принципе, ничего. Вот мы здесь жили до того, как началась война, еще вот там, год назад мы бывали в этом же месте. И сейчас, и вот полгода назад одно и то же. Люди также живут, также ходят в магазин, все так же работает, все так же функционирует. Ничего, по сути, не поменялось. Ну да, может, кто-то там уехал куда-то, ну, по статистике просто кто-то куда-то уехал, да. Но на самом деле, не знаю, на мою конкретную жизнь это как-то, знаете, не особенно сильно повлияло. А повлияло скорее тем образом, что я поняла, что меня это почему-то не пугает. Наверное, потому что я слишком ментально далека от происходящего, то есть в смысле, что я не понимаю конкретно, что происходит. То есть я знаю, могу читать новости, я понимаю, что что-то где-то там звуки, самолеты, это я все вижу, но, скажем так, я не вовлекаюсь в это технически, потому что я не профессионал, я не очень понимаю конкретно, что, где, как, вот это все, я за этим не слежу и не очень, на самом деле, этим интересуюсь. Я просто смотрю, так, у нас сегодня безопасно или там, надо нам сегодня сидеть или не надо. Там что-то такое бумкнуло, я смотрю смс-очку, нам сразу приходит сообщение, пишут конкретно, что произошло. Ты такой, ну вот это наше, или это там, это оттуда, это что-то, там все подробно написано. Тебя информируют, тебе говорят, что делать. У нас, как бы муниципалитет, нам пишут, типа, вот, сегодня будут такие-то звуки, это не беспокойтесь, это там вот то-то, то-то, вот то-то, то. Или вот вы услышите, там что-то такое происходит, и все пишут, чтобы мы там где-то не беспокоились, или наоборот, если нужно идти, были у нас сообщения какое-то время, сколько-то, я уж не помню, что типа, допустим, вам надо будет запастись водой, едой, это на 3 дня, вот там не забудьте купить себе ништячков на 3 дня вперед. Ты такой, а у меня уже все есть, потому что я уже полгода назад себе накупила консервов, а они так и не подорожали с того времени, можно было не торопиться. Короче, вот так. В целом я должна сказать, что у меня есть хорошее настроение, я на полном позитиве, я похудела, потому что постоянно хожу пешком по горам, и здесь классный климат, много всяких прикольных вкусняшек, вот. 1,5 года в Израиле показали мне, что многие вещи, которые мы читаем в интернете и которые нам говорят другие люди, да и вообще, понимаете, другие люди — это другие люди, у них другой опыт, у них другое восприятие, у них вообще все другое. Никогда нельзя ориентироваться и на меня в том числе, потому что, опять же, у вас все будет по-другому. Вы другой человек, у вас вообще восприятие мира другое. Мне, например, что-то понравится, а вы подумаете, какая фигня. Короче, нельзя слушать других людей, нужно всегда самому. Нужно на своей шкуре прочувствовать, вот вам подходит или нет. Поэтому, когда мне задают вопросы, типа, я думаю, переехать мне или не переехать. Человек думает переехать в другой город, допустим, или в другую страну, или вообще что-то такое сделать в своей жизни. Я всегда говорю, что я не знаю, как тебе будет лучше, потому что это тебе нужно взять, попробовать, переехать в этот другой город или в эту другую страну, посмотреть, что там, как тебе самому будет ощущаться, будешь ли ты скучать, не будешь ты скучать, будет тебе нравиться, будет тебе легко или будет тебе просто, будешь ты напряженный или будешь ты веселый, я же откуда знаю.
Опять же, здесь в Израиле за все эти 1,5 года я встретила большое количество репатриантов, и мы постоянно их встречаем за счет того, что нас узнают, к нам еще подходят часто люди. У нас как-то ширится за счет этого круг общения. Мы сами не очень такие общительные, но как-то, в общем, так получается, что все равно общаемся с кем-то. И оказывается, ребят, что за эти 1,5 года я что увидела? Настолько разное восприятие у всех. Ну вот одно и то же, например, мы живем там в одном и том же городе. И вот один человек, ему все не нравится, ну все не нравится, просто. Вот он ходит, и то ему плохо, и это ему плохо, и здесь ему все, ну не нравится ему, и он уже просто весь там изнылся, понимаете? Другой рядом с ним человек, который у него все нормально, ему все то же самое, ему все нравится. Пойди разбери, вот люди настолько разные, что ты никогда никому не угодишь, ну, так, чтобы это было всем одно и то же. Вот, поэтому, что сказать? Я единственное, что до сих пор у меня это вызывает, знаете, какой-то глобальный вопрос человечества, может быть, вы мне поможете на него ответить. Вот почему люди, которым ну, не нравится, ну не просто что-то конкретное, а вот прям сильно многое, прямо все или многое не нравится, и они прямо несчастны, им некомфортно и так далее. Вот я уверена, что среди наших комментаторов тоже такие есть, потому что я периодически читаю, что люди пишут: ой, это плохо, это мне не нравится, вот это мне все, просто не нравится что-то в Израиле, не люблю. У меня вопрос: а почему вы тогда не переезжаете куда-то? Потому что я постоянно встречаю такие комментарии, прямо постоянно, типа человек прямо вот прям волосы рвет, такой вот плохо, плохо, плохо. А я стою и думаю: а почему ты не переезжаешь никуда в другое место, если тебе не нравится что-то? Ну да, всем что-то может не нравиться, там маленькие вещи какие-то там, не знаю, это нравится, то не нравится, это нормально. Но когда ты прямо вот несчастлив где-то, и тебя что-то так сильно напрягает. А понимаете, шкаф жалко выбросить. Шкаф-то уже стоит. Вот, наверное, такая мотивация, что ли, я не знаю. Короче, очень интересно. Жду ваши комментарии, рассказывайте, сколько вы живете в Израиле, как быстро вы нашли себя в этом месте, там именно город, что-то такое. И вот на сегодняшний момент, прожив вот эти 1,5 года последних, очень сложных для Израиля вместе, здесь, в Израиле, вы что-то поняли такое новое? Ну, скажем, что Израиль — это для вас, или что, ой, нет-нет-нет, страшно-страшно, поеду жить теперь на Кипр. Или просто, может быть, я не знаю, вас репатрианты бесят. Я это тоже постоянно встречаю. Меня, кстати, пока репатрианты не бесят. Я не знаю, наверное, это есть какой-то такой момент, что когда ты долго где-то живешь, в какой-то момент тебя начинают бесить вновь прибывшие. Типа, чё это они тут понаехали со своими тыквенными латте, те еще не комфортики. Не знаю, меня пока не бесит. То есть я, видимо, слишком мало в Израиле, чтобы меня кто-то начинал подбешивать, и я чувствовала, что на мою территорию посягают какие-то другие непонятные люди со своими непонятными устоями. Конкуренцию мне, видели, тут создают. Умные нашлись. Не знаю, мне пока такого нет. Я, наоборот, ну, как-то нейтрально отношусь. Репатрианты, не репатрианты, местные, не местные, не знаю, люди, кто тут родился, мне вообще все равно, кто есть кто. Я такой какой-то, знаете, более нейтральный в этом плане человек. Мне с кем пообщалась, с тем и ладно. Ну что, друзья, жду ваши комментарии. Еще увидимся. Пока!